Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, каждый человек в этой жизни, если хочет состояться, он, естественно, должен прилагать очень много усилий. Это у нас Зена храпит, как дед старый. Надеюсь, здесь не сильно слышно. Итак, каждый человек хочет добиться больших высот, успеха в той профессии, в том направлении, которое он выбрал. Кроме всего прочего, кроме своего места под солнцем и в обществе, человеку еще нужны средства для того, чтобы его семья жила не хуже других, чтобы детей обучать, дать им образование, что очень важно для их будущего, чтобы оплачивать все коммунальные платежи, чтобы не бояться завтрашнего дня, чтобы иметь какой-то отложенную финансовую подушку, да, и так далее. Для этого, естественно, нужно, чтобы его работа получалась. Я давно обещала, не было никак времени, но вот сейчас вам дарю эти работы, но это не только для риэлторов. Это могут использовать люди, когда они хотят продать дом или участок. Хотя у меня есть такие работы. Например, продать залежалый товар помогает продать дом или участок, который давно не продавался. Именно так и называется тоже «продать дом». Я говорила, если у вас есть какая-либо проблема, вы просто набираете это слово, там, продать дом, купить дом, не знаю, денежные ритуалы, ритуалы на здоровье, призвать удачу. И рядом просто пишите «ведьмина изба». И выходят все работы, которые вам в этом помогут. Риэлтор. Естественно, его зарплата зависит от продажи домов. Естественно, каждый риэлтор, он заинтересован, чтобы дом быстро продался. Несколько методов вам в помощь. Проходите по улице, выберите, посмотрите хороший дом, жилой дом, в котором люди живут. Если вы продаете квартиру, значит, квартиру выбираете, окна квартиры, естественно. Если частный дом, значит, на частный дом смотрим. И про себя говорите, глядя на этот дом. 3 раза читайте. В этом доме люди живут. Они счастливы и довольны. Им сей дом нравится. Заклинаю силами небес и земли. Пусть и дом, адрес дома, который вы продаете, или квартиры, пусть и дом по адресу такому-то всем нравится, всем станет мил. Словно без того дома жизни нет, чтобы все спешили его покупать, всеми силами его добивались, на любую сумму бы соглашались. Мои слова да людям в уши. Заклинаю. Еще раз. В этом доме люди живут. Они счастливы и довольны. Им сей дом нравится. Заклинаю силами небес и земли. Пусть дом, или пусть и дом по адресу такому-то всем нравится, всем станет мил. Словно без того дома жизни нет. Чтобы все спешили его покупать, всеми силами его добивались. На любую сумму бы соглашались. Мои слова да людям в уши. Заклинаю. 3 раза прочитали и ушли. За короткое время у вас найдется покупатель. Берете ложку меда и растворяете в теплой воде. Начитываете 6 раз
и выплескиваете за порог. Если у вас квартира, ну, значит, возьмите немного воды, немного меда. И так аккуратно так вот вылейте за порог или на коврик, или под коврик. Слова следующие. Как яростно пчелы слетаются на мед, так яростно к дому сбегается народ. Кто порог сей переступит, тот сей дом и купит. Истинно так. Как яростно пчелы слетаются на мед, так яростно к дому сбегается народ. Кто порог сей переступит, тот сей дом и купит. Истинно так. Следующий заговор нужно читать перед приходом людей, которые идут смотреть дом. Читайте 4 раза, поворачиваясь на каждую сторону, на каждый угол комнаты и слегка поклонившись. Золотая хата, примечай купцов богатых да бояр знатных. Хате пусть любуются, по уму торгуются, лучше не найдете, хоть куда пойдете, покупайте у меня, заклято. Золотая хата, примечай купцов богатых да бояр знатных. Хате пусть любуются, по уму торгуются, лучше не найдете, хоть куда пойдете, покупайте у меня, заклято. Вот перед приходом людей. Если вы вместе с ними должны прийти, пока они смотрят, вы можете сказать, сейчас, секунду, я отойду ненадолго. Ну вот, закройтесь в комнате, быстренько начитайте и поднимитесь там или спускайтесь вниз, чтобы те, кто пришел, стали ваши покупатели. Вам нужно будет в доме зажечь свечу, в доме, который вы продаете, или в квартире. Поскольку вам доверяют, вы должны показывать, там ключи вам дают. У вас есть доступ пойти туда, зажечь свечу, дочитать. Свеча должна растаять. Потом выносите эту свечу, оставляйте под деревом 6 монетами, говорите «откупаюсь» и уходите. 6 раз на пламя свечи. Как свеча тает от огня жгучего, так покупатели идут от заговора моего могучего. Ведите, духи, в сей дом нового хозяина, господина барина. Он, не торгуясь, купит, как только за порог вступит. Заклято. На порог, извиняюсь, неправильно. На порог вступит. Заклято. Еще раз. Как свеча тает от огня жгучего, так покупатели идут от заговора моего могучего. Ведите, духи, в сей дом нового хозяина, господина барина. Он, не торгуясь, купит, как только на порог ступит. Заклято. И ждете, пока останется маленький огарок свечи. Нужно потушить, не дуть, потушить. И в тот же день отнести под дерево. Почему под дерево относят? Откупы под дерево, ну и, в принципе, на подоконник откупы духом. Это мы сейчас потом поговорим. Это от меня пошло, потом дальше все начали под дерево. Объясню, почему. Дерево корнями уходит в землю, значит, конусом своим, да, вверх, поднимается до небес. То есть дерево, оно взаимодействует и с светлым, и с темным миром. Кроме всего прочего, считалось, что на ветвях деревьев живут духи. Именно поэтому в древние времена, прежде чем рубить дерево, просили прощения. И взамен на одно дерево сажали 3, которые рубили. Так вот, значит, поскольку там находятся духи, духовные создания, считалось, что, откупаясь, вы сразу же отдаете свой откуп и свои мысли, слова и просьбу сразу передаете в потусторонний мир, поскольку дерево является как проводником между мирами. И там находятся духи. Поэтому оставляйте под деревом и говорите «откупаюсь» и уходите. Если человек хочет купить, вы видите, что у него есть намерение купить, но он колеблется, то так, то сяк, то еще раз смотрит, то думает. Вот он должен еще раз прийти. Перед тем, как он придет,
Если это частный дом, только тогда подходит. Вбиваете там, где ворота, основной, значит, вход в дом, да, главные двери. Вбиваете туда гвоздь, и пока бьете в землю, пока вбиваете, говорите: гвоздь вбиваю, покупца зазываю. Гвоздь вбиваю, покупца зазываю. Вот вбили этот гвоздь. После сверху 6 раз говорите на гвоздь. Как гвоздь в землю вбила, так тебя к этому дому пригвоздила. Никуда не деться тебе, только купить. Истина. Как гвоздь в землю вбила, так тебя к этому дому пригвоздила. Никуда не деться тебе, только купить. Истина. И после этого принимайте тех, кто хочет посмотреть дом. И обязательно они начнут, каждый из них захочет купить. То есть и вы посмотрите, на свою выгоду, как вам выгодно, удобно, так, собственно, и поступите. Вот вам в помощь эти заговоры действенные, сильные. Проводите. Не только люди, которые занимаются продажей недвижимости, но и те, кто хочет свою недвижимость продать. Желаю вам удачи.